Привет! С вами Ольга, и вы на канале «Здоровое питание». Наверняка почти в каждом холодильнике всегда есть в наличии куриные яйца. И мы с вами используем их для приготовления различных блюд, а также как самостоятельное блюдо. Как раз идеями блюд из яиц хочу с вами сегодня поделиться. К омлету или яичнице мы с вами частенько подаем кусочек хлеба или небольшой тост. Либо делаем бутерброд с омлетом. Ну а я в первом блюде сделаю все с точностью наоборот. На хорошо разогретой антипригарной сковороде без добавления масла обжариваю до золотистой корочки тостовый цельнозерновой хлеб, либо же можно подсушить его в тостере. Подготавливаю омлетную массу, к яйцам добавляю соль, черный молотый перец. Зелень и овощи для этого омлета нарезаю как можно мельче. Я взяла зеленый лук, болгарский перец, зелень кинзы и помидор. Вилкой все перемешиваю, омлет не взбиваю. Сковорода у меня все еще горячая после обжарки тостов. Выливаю на нее половину омлетной массы. Распределяю тонким небольшим блинчиком и в середину выкладываю тост. В это время огонь под сковородой у меня совсем не сильный, чтобы омлет не готовился слишком быстро. При помощи лопатки аккуратно поднимаю края омлета наверх и таким образом закрываю хлеб. Даю омлету хорошо пропечься с двух сторон. Точно таким же образом готовлю вторую часть омлета со вторым тостом. Разрезаю каждую порцию по диагонали и сервирую на тарелке. Тост в омлете и выглядит очень интересно, и на вкус хорош. Подсушенный хлеб внутри не так сильно впитывает влагу, при этом лучше раскрывает свой аромат, а омлет с мелко нарезанными овощами и зеленью просто шикарен. Знаю, что у многих людей воспоминания о детстве связаны с омлетом из детского сада. Давайте попробуем приготовить такой омлет дома и, так скажем, оживить воспоминания. Для омлета, как из детского сада, яйца разбиваю в глубокую емкость и перемешиваю вилкой, не взбиваю. Нужно, чтобы смесь получилась достаточно однородной. Далее яичную смесь пропускаю через мелкое сито. Такая манипуляция позволит получить нам максимально нежнейший готовый омлет, так как в сите останутся канатики, соединяющие белок и желток. Это мы вспоминаем школу и строение яйца. В процеженной яичной массе добавляю молоко и соль и очень аккуратно перемешиваю до однородного состояния. Взбивать ничего не нужно, ведь пена нам совсем не нужна. Думаю, все знают секрет нежного омлета. Он готовится на сливочном масле, но я использую не сливочное, а топленое. Смазываю дно и борта формы для запекания. Выливаю омлетную массу и омлет запекаю в духовке, уже разогретой до 200 градусов, ровно 15 минут. Еще одна маленькая хитрость. Для того, чтобы ваш омлет быстро приготовился в духовке, высота омлетного слоя не должна превышать 2-3 см. Готовый омлет делю на порции, и можно вспоминать вкус детства. Нежный и шелковистый, при этом достаточно плотный. На срезе однородный и чуть сладковатый на вкус. Возможно, он чуть ниже, чем омлет из ваших воспоминаний. Но здесь важно понимать, что технические возможности домашней духовки отличаются от профессионального оборудования. Но на вкус и по текстуре это тот самый омлет. Дальше приготовлю фриттату с картошкой и курицей. Блюдо из серии «Куда бы пристроить остатки вчерашнего обеда». Ну что ж, тонко шинкую репчатый лук и пассерую его на растительном масле до мягкости. Вареный картофель режу небольшими произвольными кусочками, добавляю в сковороду к луку. Еще у меня был кусочек запеченной курицы, вернее куриной грудки. Также его измельчаю и отправляю в сковороду. 1-2 минуты прогреваю все вместе на медленном огне. К яйцам добавляю соль, немного молока и зерненую французскую горчицу. Хорошенько перемешиваю и вливаю яичную смесь в сковороду с картошкой и курицей. Сверху посыпаю натертым сыром, у меня чеддер, и зеленью петрушки. Запекаю фриттату в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Замечательное блюдо. Это может быть сытный завтрак, прекрасно подойдет для мужчин, например, и послужит отличным зарядом энергии на весь день. Или можно такой нежной фриттатой порадовать себя на обед. Дальше приготовлю очень необычный пенный омлет. Беру 2 яйца и аккуратно отделяю белки от желтков. Белки взбиваю венчиком. Белки должны значительно увеличиться в объеме и стать воздушными, но крепкой пены добиваться нет необходимости. К желткам добавляю специи – базилик, тимьян, сушеный лук, сушеный чеснок, немного сушеного эстрагона, молотый кардамон, соль и дижонскую горчицу. Желтки хорошенько перемешиваю со специями, чуточку взбиваю.
Желтки выливаю в белковую пену и хорошо перемешиваю. Яичная смесь будет очень воздушной, но при этом однородной. Антипригарную сковороду хорошо разогреваю. Готовить омлет буду без добавления масла. Огонь под сковородой делаю минимальный. Выливаю омлетную массу, сверху посыпаю молотой паприкой, а также зеленью петрушки. На очень медленном огне готовлю омлет примерно 4-5 минут. Интересное сочетание. Нижняя часть омлета подпеклась и стала немного упругой, а верхняя часть очень легкая, невесомая и пенная. Специи я добавляла по малюсенькой щепотке, и они значительно обогащают вкус омлета, помимо необычной текстуры. Единственное, есть его нужно сразу же после приготовления, так как пенный омлет достаточно быстро оседает. Следующий омлет готовится из продуктов, которые частенько бывают под рукой, при этом и выглядит оригинально, и очень хорош на вкус. Беру одно яйцо, добавляю соль, белый молотый перец и измельченный укроп. Хорошенько перемешиваю и выкладываю консервированную горбушу. Рыба может быть любой, на ваш вкус. Отрезаю ломтик хлеба, а в ломтике вырезаю мякиш так, чтобы корочка оставалась целой. Антипригарная сковорода у меня уже хорошо разогрета. Корочку выкладываю на нее. В середину выливаю яичную массу с рыбой, равномерно ее распределяю. Сверху посыпаю натертым сыром, у меня сулугуни. И прикрываю кусочком мякиша, который вырезала ранее. За это время нижняя часть хлеба и омлета достаточно схватилась. Поджариваю еще минутку и переворачиваю на другую сторону, чтобы хлеб также подрумянился. Хотите сытный и вкусный завтрак? Побалуйте себя таким омлетом. Ну а я двигаюсь дальше и для следующего блюда сначала приготовлю густой мясной соус. Мелко нарезанный репчатый лук пассерую с растительным маслом до мягкости. Далее в сковороду отправляю мелко нарезанный зеленый лук и измельченный болгарский перец, а также томаты. Когда помидоры станут более мягкими, выкладываю фарш. У меня уже готовый фарш из бедра индейки. Если для соуса брать сырой фарш, закладывать его нужно вместе с луком. Теперь добавляю специи: паприку, сушеный базилик и орегано, сушеный чеснок, черный молотый перец и соль. Тушу соус еще 2-3 минуты. Яйцо взбиваю с солью и щепоткой зеленого лука. Готовить буду на хорошо разогретой антипригарной сковороде без добавления масла. У меня уже было вареное вкрутую яйцо, режу его на ломтики и выкладываю поверх омлета. Как только омлет схватился, переворачиваю его на другую сторону и довожу до готовности. На омлет с яйцом сверху кладу густой мясной соус. Сверху посыпаю зеленью и можно пробовать. Очень занятное сочетание омлета и жареного вареного яйца. В добавлении к этому очень сытный мясной соус. Блюдо интересное, нестандартное и оригинальное. К тому же очень вкусное и сытное. Яйца отлично сочетаются с овощами. И для следующего блюда пассерую репчатый лук с небольшим количеством растительного масла. Добавляю нарезанный мелким кубиком болгарский перец и помидоры. Солю по вкусу. Еще я добавила достаточно много молотой паприки и щепотку черного молотого перца. Довожу овощи до полуготовности и крошу 2 вареных яйца. Перемешиваю и все вместе прогреваю примерно минуту. Блюдо подаю горячим, сверху посыпаю зеленью петрушки и кинзы и добавляю ломтики ржаного бездрожжевого хлеба. Получается этакий теплый салат с яйцом. Блюдо очень напоминающее о лете. Сладкий мясистый помидор, сладкий перец, зелень, ну как тут о нем не вспомнить? Следующее блюдо еще одно из серии «Куда же пристроить остатки вчерашнего обеда?». А остались у меня готовые спагетти. Выкладываю их на сковороду. Распределяю ровным слоем. Слегка взбиваю 2 яйца, можно по вкусу добавить щепотку соли. И заливаю взбитыми яйцами макароны, так чтобы смесь равномерно распределилась по всей сковороде. Огонь под сковородой у меня совсем не сильный, так чтобы ничего не припеклось и не прижарилось. В середину насыпаю немного натертого сыра, по желанию можно посыпать всю поверхность макарон. Далее кладу тонкие ломтики помидора. На помидор кусочки запеченной индейки. Как я готовлю запеченную грудку индейки, показывала в одном из недавних видео, ссылку оставлю в описании. Пока я выкладывала начинку, омлет со спагетти уже хорошенько схватились. Теперь аккуратно поднимаю края наверх и формирую некое подобие рулета. Если края недостаточно завернулись, можно поддерживать их при помощи лопаток. Подпекаю рулет еще минутку и переворачиваю на другую сторону. Как только рулет зарумянится и снизу, можно сервировать завтрак.
Сверху рулет немного посыпаю натертым сыром и украшаю зеленью петрушки. Режу на порции. Смотрите, какая красота внутри. И мне кажется, это отличный вариант очень мужского завтрака. Аппетитно, красиво, вкусно и сытно. Яичница-болтунья готовится не только быстро, но и очень просто. Сегодня буду делать ее с овощами. На небольшом количестве растительного масла слегка пассерую репчатый лук и добавляю мелко нарезанные помидоры. Помидоры желательно брать мясистые. Кстати, овощи, как и специи, могут быть любыми на ваш вкус. А из специй я взяла молотый чили, сушеный чеснок и по вкусу добавила соль. Теперь разбиваю 2 яйца и готовлю яичницу-болтунью, то есть постоянно ее мешаю. Занимает это совсем немного времени. Как только вижу, что яйца полностью готовы, с огня снимаю. Посыпаю зеленью укропа и петрушки. И начинаю завтракать. Болтунья с овощами получается очень сочной, ну а добавление молотого чили делает ее пикантно-острой. Для следующего блюда тостовый хлеб с отрубями режу по диагонали. Обжариваю хлеб на антипригарной сковороде без добавления масла до румяной корочки. Далее приготовлю овощную намазку на хлеб. Мелко нарезанный репчатый лук пассерую на небольшом количестве растительного масла до мягкости. Также мне понадобится корень имбиря. Очень удобно чистить имбирь при помощи обычной чайной ложки. Процесс быстрый, простой и совсем мало отходов. На мелкой терке натираю зубчик чеснока и корень имбиря. Также в сковороду выкладываю натертую на мелкой терке морковь и добавляю специи. Соль, куркуму, молотый чили, молотый кориандр, семена кумина. Вливаю немного воды и на медленном огне тушу овощи до мягкости. Такого количества овощей хватит на 4-6 бутербродов. Зависит, конечно же, от размера хлеба и толщины намазки. Я на 4 кусочка использовала примерно 2/3 овощей. Овощную массу равномерным слоем распределяю на кусочках тоста. Яйца смешиваю с солью и мелко нарезанным укропом. На хорошо разогретую антипригарную сковороду выливаю 1/4 часть яичной смеси. В середину кладу поджаренный тост с овощами. Огонь под сковородой минимальный. Сверху на овощи можно выложить тонкие ломтики сыра. Ну а дальше начинаю аккуратно поднимать края омлета вверх, чтобы закрыть бутерброд, находящийся внутри. Получившийся треугольник аккуратно переворачиваю на другую сторону. И также на медленном огне готовлю еще секунд 30. Как бы вы назвали такое блюдо? Мне в голову приходит 2 варианта. Омлетные пирожки или же бутерброд в омлете. Но независимо от названия, блюдо очень интересное. Подсушенный хлеб не так сильно впитывает влагу и не становится размокшим. Овощная составляющая в этом блюде необычайно яркая за счет специй. Немного островато, но если чили не любите, добавьте паприку. Вкус тоже будет очень интересным. И плюс ко всему, снаружи нежнейший омлет. Попробуйте удивить своих домочадцев в ближайший выходной. Думаю, они оценят. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, мои идеи пришлись вам по вкусу и были интересными.